Создается впечатление, что основная функция британской дипломатии – это веселить россиян, пытаясь навесить на ГРУ всех собак в деле Скрипалей. Очередная такая попытка вызвала в соцсетях взрыв бурного и порой оскорбительного веселья. Каждый раз, когда мы думаем, что Лондон уже достиг дна в деле Скрипалей, внизу открываются новые бездны. Видели свежую, развершуюся после того, как Британия заявила, что установила подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери? Процитирую слова официального представителя нашего МИДа Марии Захаровой. МИД России запросил британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией. Британский посол заявил, что британская сторона эти материалы не предоставит. Зато британская сторона предоставила фотографии этих агентов Путина, так сказать. Вот они. Да, сравнение с требованиями к фото на британскую визу впечатляет. Ведь если эти люди реально въехавшие в Лондон россияне, то уж у Скотланд-Ярда должны быть их нормальные фотографии, ровно как и все остальное, включая биометрические данные. Качество предоставленных снимков вызвало у наших соотечественников живой интерес. Проявили они его привычным образом, через троллинг. Видели эти перлы? Заинтересовали наших людей и выложенные на официальном сайте Скотланд-Ярда скриншоты с камер наблюдения. Агенты ГРУ идут травить семейку Скрипаль. На паре фоток в коридоре одно и то же время, секунда в секунду. Но ничего, бывает. Там people реально хавает такие доказательства. Это точно агенты ГРУ. А может, агенты «Матрицы» мистер и мистер Смит, то есть товарищ и товарищ Кузнецов. Тот же коридор и то же время. Я понимаю, Путин всесилен, но командовать времени – это уже чересчур даже для него. Вдобавок оказалось, что шутки про красную жару вовсе не шутки, потому что фотографии подозреваемых удивительным образом похожи на актеров, игравших русских мафиози в том самом олдскульном фильме со Шварценеггером. Выдвинули в блогах и логичную версию того, почему британцы отказались предоставлять биометрические данные подозреваемых. Слово ехидному троллю Руслану Карманову. Действительно, если эти люди въезжали в Великобританию и выезжали, у Лондона есть их отпечатки, просто без вариантов, и все другие данные. Но очевидно, что переход на конкретику немедленно убьет все задекларированные построения. У людей на фото окажутся имена и фамилии, конкретные даты приезда и конкретные маршруты перемещения. И версия «два анонимных Ивана всех отравили и рассосались» пойдет сыпаться. Еще одним характерным моментом всей этой истории выступает предъявленный обществу флакон, в котором агенты Путина якобы хранили новичок. Флакон из-под духов «Премьер Жур» с нервно-паралитическим веществом, от которого в июне пострадали двое жителей Эймсбери, оказался подделкой. Об этом сообщили в британской полиции со ссылкой на представителя парфюмерного бренда Нина Ричи. Отмечается, что флакон с насадкой были специально приспособлены для распрыскивания яда. Коробка из-под духов также является подделкой известного бренда. Как справедливо заметил тот же Карманов, «Тупой и еще тупее» оказался документальным фильмом. Допустим, во флаконе реально был яд. Ну, допустим. Представьте себя на месте российской спецслужбы. Мы живем в 21 веке, границы открыты, можно совершенно свободно купить нужные духи, вылить их и заменить ядом. Правда же? Зачем поддельный флакон? И тем более поддельная коробка. Изготавливать их могло прийти лишь в голову джентльмену, где намертво прошито западное патентное право. Ну, вот с такими примерно мыслями. Нет, ну а вдруг Скрипаль подаст в суд на уважаемый бренд Нина Ричи, которым уважаемые же люди и владеют, и вдруг выиграет суд. Нельзя же так. Негоже джентльменам подставлять уважаемых людей. А потому давайте-ка слепите поддельный флакон и коробку. Скажем, что это русские сделали. Они же за железным занавесом живут. Им настоящие духи негде купить.
В общем, в сравнении с теми, кто это все придумал, веселивший Шерлока Холмса своей глупостью инспектор Лестрейд — это гигант мысли, сопоставимый с Эркюлем Пуаро и мисс Марпл. Измельчали Джеймса Бонда, измельчали. Только в кино уже и могут.